try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Орхидей. С вами Ксюша и мой цветочный балкончик. У нас сегодня на улице идет проливной дождь, да еще и какие-то строительные работы идут за окном, поэтому, возможно, вы будете слышать какие-то помехи, шумы, но я не могла сегодня не снять очередной видеоролик для вас, потому что в моей цветочной коллекции произошло одно событие, которое приблизило нашу встречу с вами и не может оттянуть съемку в другой день. А все потому, что это растение цветет всего один день. Возможно, многие из вас уже догадались, о каком растении идет речь. Не буду затягивать интригу и покажу вам это удивительное растение. Это кактус эхинопсис. В моей коллекции кактусов всего 2 штучки. Я небольшой любитель суккулентов, у меня их крайне мало, но когда я увидела в одном из фотоотчетов у кого-то на страничке цветение эхинопсиса, я просто очаровалась, я влюбилась с первого взгляда в эти удивительные перышки, эту нежность, это обаяние и очарование. Я не могла поверить, как может у такого неприглядного, колючего и не особо привлекательного растения быть настолько красивое цветение. Я купила этот кактус уже около 1,5 лет назад, довольно взрослым растением, которое уже и цвело у бывшей владельцы этого удивительного колючего создания. Вот. Оно меня порадовало уже и в прошлом году цветением. Цвел он у меня на 2 вот таких граммофончика в прошлом году. Прикреплю, покажу вам фотографию. В этом году всего лишь 1 цветочек. Я думаю, что скорее всего мне надо было его пересадить. Я не успела пока еще это сделать. Ему, наверное, больше надо пространства. Но и 1 цветочек, и то это большое для меня ожидаемое, такое чудесное в моей цветочном увлечении событие, потому что я восторгаюсь цветением этого растения невероятно, потому что мало того, что посмотрите, как уникален этот цветочек, у него все вот эти вот его лепесточки мне напоминают перышки лебедя. Они такие нежные, они просто совершенство. Я очень часто удивляюсь, насколько удивителен растительный мир и как природа способна вот такое чудо создавать. Но еще большую интригу вообще этому цветению создает длительность этого цветения. То есть кактус распускается, как правило, к ночному времени. Он у меня и распустился вчера где-то к 9 вечера. Вот. И вот сегодня он процветет до вечера, и все, и цветочек будет увядать. Запах очень нежный, цветочный. Сегодня я вышла на балкон, и цветочный аромат раздавался просто на весь балкон. Посмотрите, какое у него какая удивительная серединка, какие у него вот такие тычинки внутри. Ну и окрас, конечно, потрясающий. От белого к нежно-розовому. И жалко, что сегодня солнышка мало, не передает всю гамму, колорит, но очень красивый граммофончик.
растет цветение, когда формируется цветение у кактуса, растет вот эта вот трубочка очень-очень быстро. Она просто растет не по дням, а по часам. Она прям на глазах, ты замечаешь утром один размер, к вечеру уже другой. В общем, цветение формируется крайне быстро. Мы с супругом сняли для вас удивительное чудо, как раскрывается этот сорт кактуса и насколько это потрясающе смотрится в ускоренном варианте видеосъемки. Я вам обязательно покажу в конце ролика. А сейчас я вас продолжу знакомить с некоторыми сортами моей коллекции. Остановились мы в прошлый раз на вот этой чудесной орхидейке. Это Атлантис. Покупала я свой Атлантис в мутации пилорика. Я хотела, чтобы в моей коллекции еще был пилорик фиолетового цвета, поэтому с удовольствием приобрела ее. Но когда зацвела она в домашнем цветении, первым домашним цветением, то цветонос раскрылся с обычными цветочками, с обычной формой. Но оно настолько уникальное. Посмотрите, какой интересной формы цветок. Он больше вытянут по горизонтали. Вот такая вот нежная серединочка. И цветочки вот всегда так вот как-то плотно формируются друг к другу. В общем, очень мне понравилась форма обычная этого сорта, что я даже не расстроилась, когда поняла, что, скорее всего, мутация не закреплена. Но какое было мое удивление, когда пришла весна. То цветение, о котором я рассказывала вам сейчас, это было зимнее цветение. Но с приходом весны она пробуждает у меня почку на цветоносе, с которым я ее и покупала, который был в пилоричной форме. Это вот этот цветонос. И процветает с этого цветоноса именно пилориком. А весенний цветонос новый, который она параллельно формировала для цветения, она, собственно, так и процветает обычной формой. Вот у меня теперь получилось ассорти. Вот обычная форма и пилоричная. В дальнейшем я думаю, что, скорее всего, у меня будет обычная форма цветочка. Мутация, я думаю, что уйдет. Он-то и процвел вот именно с этого цветоносика, с которого он и цвел при покупке у меня пилориком. А 2 домашних цветения подряд было в обычной форме. Давайте следующую орхидейку посмотрим с вами. Это орхидейка Джо Райт. Они у меня с Атлантисом, как вы видите, в одной цветовой гамме, но все же Атлантис такая нежная, более в нежных оттеночках, а Джо Райт вот такая насыщенная. И тоже у нее цветочек больше по горизонтали вытянут, нижние сепалии практически не видны. Цветет она у меня всегда очень обильно. Она любит и разветвлять цветоносики, и пробуждает и спящие почки. Вот это, например, цветение с почечки боковой сформировано, а это цветение с нового цветоносика. Я не перестаю повторять и рекомендовать, советовать не отрезать цветоносы под самый пенечек, под основание, а отрезать его всего лишь до спящей почки, до той именно спящей почки, из которой бы вы хотели
увидеть цветение, потому что бывает цветонос очень высокий, и первая спящая почка расположена довольно высоко, и если будет формироваться из него цветение, то может быть не очень красиво. Поэтому вы оставляете ту спящую почку, с которой бы вы хотели увидеть цветение, когда орхидейка будет к этому готова. Потому что я на своем уже цветочном опыте могу вам сказать, что орхидеи способны очень радовать и пышно цвести со старых цветоносов. И именно старые цветоносы всегда дополняют основное новое сформировавшееся цветение с нового цветоноса. Поэтому кто меня услышит, то будет вознагражден вот такими шапками цветочков. Следующая орхидейка — это мой очаровательный беляш. Раньше я думала, что у белых орхидей нет названия сорта, но как-то, ища какую-то цветочную свою орхидейную информацию, я столкнулась с названием этой моей красавицы, и называется она алабастер. Алабастер славится своей колоритной, тигровой, такой хищной губой, которая очень ярко выделяется на фоне белого, такого прям белоснежного полотна. Цветочек у алабастер не очень крупный. Вот у меня есть беляши, у которых цветок и 11 сантиметров. Тот беляшек, который у меня был в групповой посадке с биглипами, у алабастра цветочек не более 9 сантиметров, но цветет она всегда очень пышно. Вот это цветение на 7 цветочков — это с нового весеннего цветоноса. Вот с такой вот яркой губой, как я говорю, вот просто потрясающий. А вот эти все цветочки — это цветочки с боковых цветоносов, которые у меня остались с прошлых цветений. Некоторые, конечно, уже вот начинают, я вижу, вянуть цветочки, потому что цветет она у меня уже очень давно, она и всю зиму цвела, и вот сейчас опять цветет. В общем, очень простая в выращивании, как многие беляши, но при этом очень, конечно, колоритная, благодаря вот такой красивой губе. Следующая орхидея, многим известный сорт, это красавица Фантом. Фантом у меня цветет на 2 цветоноса. Один она пустила весной немножечко раньше, вот этот цветонос, а второй она запустила где-то 3 неделями позже, поэтому еще пока формируется цветение на этом цветоносе. Фантом, конечно, потрясающая красотка, и она длительно, обильно цветет. Здесь уже были вот цветочки, видите, пустые места, они уже у меня завяли. Потрясающая окраска, цветочек порядка 9 сантиметров. Вот такие вот фактурные нижние сепалии у нее, очень интересная. Вот она на венозник не похожа, я не очень люблю сорта венозники, но вот эти вот жилочки, они потрясающие смотрятся. И окрас, конечно, у нее очень интересный, у этого сорта. Но единственное, конечно, есть такой момент, у нее очень большая розетка. Посмотрите на огромнейшие листья, то есть места этому сорту надо очень много. Вот лист, который верхний, который дальний, он сантиметров 30, наверное, 35. В общем, гигантская такая, гигантский сорт, но настолько она потрясающая. Я очень люблю эту орхидею. И, что немаловажно, она цветет постоянно. Она и всю зиму у меня цвела. Зимой, правда, она цвела на 1 цветонос, а весной
с приходом весны пустила аж 2 цветоносика. Так, ну что ж, наверное, я еще покажу вам одну орхидейку. Это моя красавица, мы с вами ее пересаживали на канале. Это красавица Падова. Просто боюсь, что она отцветет до следующего, ну, во всяком случае, не вся, но часть цветочков точно может уже завять. Поэтому хочу показать ее именно в этом обзоре. Посмотрите на ее нежный пудровый цвет и такую вот интересную на фоне этого пудрового цвета вот такая яркая губка бело-оранжевая. Орхидея, вот сам сорт цветет не очень долго. Цветочки держатся не более 2 месяцев, и первые раскрывшиеся цветочки начинают вянуть. Как-то я уже 2 цветения к ряду это замечала. Думала, что, возможно, это связано что с зимой. Ей света не хватало все же естественного, хоть я и досвечиваю их. Но вот это весенне-летнее цветение тоже, она у меня не так давно распустилась, но уже первые цветочки, видите, уже она засушила. Но эти пока держатся. Посмотрим, может быть, в какой-то момент было слишком, может быть, жарко, не знаю, хотя я тоже температуру поддерживаю. В общем, пока эти цветочки держатся. Она большая любительница, просто это я уже 2 цветения заметила. Она разветвляет свой цветонос всегда на боковые ветки. Вот, поэтому всегда это как невероятно пышное цветение. Сравнить ее с каким-то другим сортом в цветовой гамме тоже очень сложно, потому что вот такой пудровый цвет я не знаю больше ни у одного сорта. Есть у меня еще Солинос. У меня одна подписчица спрашивала, а Солинос, слишком ли она похожа? Ну вот, например, Солинос, посмотрите. У Солинос, во-первых, вся губка вот такая оранжевая. Вот, форма цветочка совершенно другая, и цвет. Цвет это, ну, такой розово, ну, немножко лиловый цвет. А вот у Падовы он именно пудровый, и форма цветочка другая. Но здесь меня поражает именно ее цвет. Это невероятная нежность. Распускается она немного ярче и насыщеннее, чем сейчас. Сейчас они стали более нежные тона, не настолько глубокий цвет пудровый, вот, но все же сорт потрясающий по своей цветовой гамме, ну и, конечно же, обильности цветения. Ну что ж, друзья, сегодняшняя с вами встреча у нас была посвящена вот этой невероятной красоте. Кто не любит даже кактусы, я уверена, получили удовольствие от просмотра этой нежного, очаровательного цветения. А сейчас давайте мы с вами посмотрим таймлапс, как распустился этот потрясающий цветочек. А я с вами буду прощаться. Скоро мы с вами увидимся. Кому было интересно, ставьте лайки. Гости моего канала, подписывайтесь. А с вами была Ксюша. До новых встреч и пока.
try to fly.